Доброго времени суток, на связи криптоэнтузиасты, это просто канал об интересных проектах. В данном видеообзоре рассмотрим децентрализованный финансовый протокол Radix, поговорим об его цели создания и преимуществах. Я начну с разговора о концепциях децентрализации и децентрализованных финансах, то есть DeFi, которые широко известны, но внутренние технологии до конца не изучены. Многие из вас слышали об этих концепциях из-за повышенного интереса в последние дни, но в следующие несколько лет мы поговорим о технологии, которая при нынешней денежной системе сильно повлияет на нашу жизнь. Концепция децентрализации – это способность сообщества управлять собой без использования каких-либо средств, без подразделения управления в центре. Я думаю, будет полезно привести примеры в этом отношении, поскольку представительные демократии, которыми мы правим, являются центральными системами и областью, которую все знают. Наш пример будет из этой области. Мы избираем по 600 депутатов каждый срок и отправляем их в парламент для принятия решений от нашего имени. Мы просим 600 человек правильно представить каждого из 80 миллионов человек и убеждены, что сами управляем страной. Вы действительно так думаете? Мы действительно им управляем? Действительно ли решения, которые они принимают, соответствуют решениям, которые мы принимаем? Или наши правители действуют как единый собственник государства? Вы также можете подумать об этом на основе компании или любого учреждения, которое вас обслуживает. Работодатели, которые говорят, что компании управляются единым умом, также берут на себя ответственность сказать последнее слово в каждом инциденте. В концепции децентрализации нет необходимости в точке представительства, таких как центральное подразделение, менеджер, президенты стран. Они позволяют принимать и реализовывать решения всего сообщества в каждом простом случае. Это позволяет общественности, сотруднику, пользователю или инвестору реализовывать свои собственные решения. Каждый человек, каждый пользователь экосистемы имеет свою свободу и ценность в децентрализованных системах. Децентрализация также удерживает нас от любых негативных последствий, которые могут возникнуть со стороны центральных властей. Для мира криптовалют проще всего привести пример фондового рынка. Как вы знаете, скандал с Mt. Gox все еще остается в памяти криптосообщества. В центральных системах менеджеры могут действовать, игнорируя инвестиции, решения или активы сообщества. По этой причине, хотя центральные биржи кажутся надежными, они являются настоящими владельцами ваших инвестиций и могут уйти, когда захотят. Децентрализация полностью устраняет эти и подобные проблемы, возвращая возможность управления первоначальному владельцу. Итак, что такое децентрализованное финансирование, то есть DeFi? Когда вы кладете свои сбережения в банк, банки управляют вашими деньгами от вашего имени и говорят, что хранят их в своем сейфе. Вместо ваших сбережений вы видите на экране только несколько цифр. Никогда не знаешь, находятся ли эти деньги в сейфе банка или нет. Другие криптовалюты, такие как биткоин и эфириум, частично решили эту проблему. Как вы знаете, биткоин появился для того, чтобы центральные решения, принимаемые государствами, не влияли на всех, заменив бумажные деньги, которые используются в повседневной жизни и являются центральными государствами. Сегодня он превратился в инструмент хранения стоимости против инфляции, отказавшись от использования в повседневных торговых операциях. В то время как биткоин заменяет бумажные деньги, концепция DeFi была введена для восполнения недостающих частей в системе, банки, финансовые учреждения. DeFi — это технология на основе блокчейна, которая возьмет на себя функции банков или всех других финансовых учреждений, которые мы используем в повседневной жизни. Это гарантирует, что все типы агентов и администраторов будут удалены из системы. Помните пример централизованной биржи, который я привел выше? На децентрализованных биржах ваши сбережения всегда находятся в вашем собственном кошельке, и никто, кроме вас, не может получить доступ к ним. Платформы DeFi могут выполнять все, что могут делать центральные системы с помощью смарт-контрактов без посредников. Когда вы хотите снять суду в банке, банк идентифицирует через систему деньги, принадлежащие другому лицу, и требует от вас высоких процентов, предлагая право использования. Настоящий победитель здесь всегда это банки, которые отдают небольшую часть заработанных процентов первоначальному владельцу денег. Точно так же, когда вы хотите вложить свои сбережения в проценты, большая часть дохода, которую вы зарабатываете, удерживается банками под названием услуги. Децентрализованное финансирование позволяет вам определять свои сбережения напрямую, как суду другому лицу, и получать процентный доход без особых перерывов. Или в случаях, когда вы будете занимать деньги, поскольку посредники исключены, они позволяют вам брать суды по более низкой процентной ставке. Вместо того, чтобы доверять человеку или учреждению, это означает доверие сообществу и силе математики, а именно DeFi. Благодаря технологиям смарт-контрактов другим нет необходимости управлять вашими сбережениями от вашего имени и делиться вашим потенциальным доходом. Хотя DeFi кажется довольно легким в повествовании, у него все еще есть много проблем, которые нужно решить, поскольку он находится в стадии разработки. Проект Radix, в свою очередь, планирует обеспечить полный рост экосистемы за счет устранения проблем с доступом между платформами DLT, DeFi и людьми. Чтобы использовать существующие платформы DeFi, пользователь должен обладать техническими знаниями, которые являются основным фактором, препятствующим более быстрому росту системы. Radix DLT планирует создать механизм DeFi, который сможет использовать любой человек без технических знаний. Еще один фактор, сдерживающий пользователей, это препятствие для входа и выхода денег в систему.
систему. По условиям соглашения, использование платформы пользователями превратится в несколько движений мыши в течение нескольких секунд, что также устранит проблемы с пулами ликвидности, что является еще одной проблемой. Если вы хотите получать процентный доход на существующих платформах DeFi, вам необходимо сделать как минимум 4 перевода для имеющейся у вас единицы. И на данный момент из-за проблемы масштабируемости сети Ethereum комиссии за перевод очень высоки. Естественно, никто не хочет платить комиссию за перевод в размере $20 за простой суду или процентный депозит. Radix DLT полностью решит эту проблему с помощью нового консенсуса и алгоритма, созданного в своей сети. Операции по взаимствованию или кредитованию можно проводить с гораздо меньшими затратами. Radix, в отличие от того, что вы видите в других сетях, затраты на передачу и другие расходы будут постепенно уменьшаться с увеличением количества пользователей, поскольку они разработаны полностью масштабируемым образом. В некотором смысле каждое новое накопление, которое поступает, запускает следующее, так как это увеличивает ликвидность. В результате всех этих решений децентрализованные финансовые платформы постепенно уменьшат долю рынка центральных финансовых платформ, которые в настоящее время полностью устарели и однажды полностью исчезнут и помогут людям управлять своими собственными инвестициями. В результате у нас будет полностью надежная финансовая система, которая получает силу от сообщества, своей технологии от смарт-контрактов. Radix — это британский фонд, который устанавливает структуры Radix DLT DeFi и создает и развивает ее математические основы. Компания Radix зарегистрирована в Англии, Лондон. Это также гарантирует, что проект имеет правовую основу. Radix будет авторизован в соглашениях, которые будут заключаться на этапах разработки. Токен Radix разработан как служебный токен, который будет использоваться для различных целей в создаваемой экосистеме. Комиссия за транзакции будет предоставлена в виде токена XRD за перевод и другие транзакции в сети. В то же время, поскольку он разработан как механизм подтверждения доли, он позволит инвесторам иметь право голоса в сети. Инвесторы будут получать долю дохода в сети, размещая принадлежащие им токены XRD, естественно увеличивая количество XRD, которые они держат. В общей сложности будет создано 12 миллиардов токенов, и токен в основном будет находиться в руках 3 различных структур. В общем, во время пандемии, в которой мы живем, мы ясно увидели, что финансовые системы не отвечают потребностям сегодняшней модели свободного человека. Государства, которые мгновенно печатают неограниченное количество денег, могут за несколько секунд уничтожить ценность человеческих усилий. Нам определенно нужны децентрализованные финансовые системы, чтобы жить наилучшей жизнью. Если у вас возникли какие-либо вопросы, давайте в комментариях под роликом, либо можете задать вопросы в ценной группе Radix в Телеграме, где вам подробнее расскажет о проекте и не оставит вас без внимания. Все ссылки, как обычно, в описании под роликом. А я с вами прощаюсь, спасибо за внимание.